Приветствую вас, друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущая этого канала, я ведический астролог. На этом канале каждый месяц выходят прогнозы для всех знаков зодиака и другие полезные обучающие видео по ведической астрологии. Прежде чем мы сегодня с вами будем говорить о прогнозе для весов, скорпионов, стрельцов, козерогов, водолеев и рыб на июнь, хочу обратить ваше внимание для тех, кто смотрит видео на этом канале в первый раз, на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз, и главное, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию у вас будет также в описании, в комментариях к этому видео. И если вы не знаете точное время своего рождения, тогда в таком случае постройте тоже свой гороскоп, посмотрите, в каком знаке зодиака у вас находилась Луна в день вашего рождения. Для знака Луны прогнозы тоже будут хорошо работать. Также всем моим подписчикам, астрологам, продолжающим обучение, даже если вы уже учили дробные карты, все равно приглашаю вас на курс по дробным картам, который начнется 5 июня 2026 года, совсем скоро. Чтобы понять, хочется вам со мной учиться или не хочется, и каково со мной учиться, вы можете зайти, вот два потока было сейчас курса по Чародаше, и там я размещала отзывы, самые последние отзывы на обучение в группе со мной. Ну и давайте говорить теперь о прогнозе на июнь. Июнь — это месяц, который многое меняет у нас. Очередной месяц, который вносит новые тренды в нашу жизнь и новые перемены. Весы. С 1 июня по 31 октября в ваш 10-й дом гороскопа заходит Юпитер, планета удачи, расширения, планета знаний, обучения, планета гуру. 10-й дом гороскопа — это дом карьеры, статуса, нашей общественной репутации, общественной деятельности. И дело в том, что Юпитер заходит уже повторно в ваш 10-й дом гороскопа. Он был в 10-м доме гороскопа с 18 октября по 5 декабря 2025 года. В этом году он так петляет с прошлого года. И по сути, какие-то вещи могут повториться в вашей жизни, связанные с работой, связанные с каким-то общественным статусом, с вашей репутацией. То есть вы можете подумать, что в вашей жизни происходило в этот промежуток времени с 18 октября по 5 декабря, чем вы занимались, какие были события в вашей жизни, и примерно понимать, в какую сторону может дуть ветер. О чем вообще Юпитер в 10-м доме гороскопа? На самом деле здесь очень классные могут быть события в вашей жизни. Это такой транзит, который указывает на получение каких-то долгожданных документов. Если вы, например, какой-то процесс запускали, получение, допустим, смены имени, получение паспорта, получение вида на жительство, получение какой-то пенсии, получение какого-то другого вида удостоверения, и если у вас этот процесс был затянут, то сейчас такие вопросы могут разрешиться. Помимо этого, Юпитер расширяет возможности в профессии, в карьере. То есть могут появиться какие-то хорошие предложения у вас по работе, какие-то возможности. Может быть так, что вы сами захотите изучить новую профессию. Здесь прямое указание на то, что вы можете пойти на курсы, получать какое-то образование, которое будет в дальнейшем практика применительно. Вообще все, что связано с работой, и если у вас были какие-то ошибки, какие-то недочеты, какие-то зависшие ситуации, такие ситуации могут разрешаться. Когда Юпитер идет по 10-му дому гороскопа, в какой-то области жизни, в какой-то сфере жизни вы можете быть таким прецедентом. То есть в вашей жизни может что-то происходить, что будет как бы примером для других. Или же то, что будет привлекать внимание к вашей личности с точки зрения вашего статуса. Это может быть даже регистрация брака, регистрация отношений. Это может быть просто ваша какая-то общественная позиция. Если вы работаете
в госструктуре, на службе, то есть у вас какая-то служба, это может быть армия, это может быть больница, поликлиника, это может быть учебное заведение, это может быть какая-то госконтора, то в таком случае вы можете получить повышение. Если же вы не работаете в найме вообще в принципе, то есть вы работаете, например, на себя, либо вы вообще не работаете, то по таким транзитам вы можете захотеть пойти на работу официально, устроиться куда-то и даже на госслужбу. Не исключено, что у некоторых весов, и может быть даже это повторное какое-то будет. В принципе, здесь есть шанс на увеличение дохода, в том числе через вашу работу на госслужбе, либо через вашу какую-то общественную позицию. Ну и, в принципе, какое-то обучение, какие-то покровители в работе, какие-то в работе возможности, расширение. Это все может способствовать этому Юпитер. С 8 июня по 4 июля туда же в ваш 10-й дом гороскопа в компанию к Юпитеру зайдет Венера. Венера, как хозяйка всего вашего гороскопа, она тоже говорит о том, что вы в этот период направлены на свою социальную реализацию, либо на свою какую-то социальную роль, либо на получение какого-то социального статуса. То есть это может быть оформление документов, это может быть общественная жизнь, это может быть просто больше выходить в свет, больше куда-то выбираться из дома, то есть выходить из какого-то затворничества. Вообще Венера — это планета красоты, творчества, любви, поэтому когда Венера идет по 10-му дому гороскопа, в работе может быть период творчества, период какого-то налаживания контактов, может быть на работе, допустим, пересаживать цветы, развешивать шторки, то есть наводить какую-то красоту, может быть ремонт какой-то на работе. Помимо этого есть указание на то, что какие-то обстоятельства могут вмешиваться в вашу работу. Вообще интересно то, что Венера — это все-таки планета наслаждений. Когда Венера идет по 10-му дому гороскопа, может быть такое, что работать надо, работать появляются какие-то возможности, но лень. Лень и не очень хочется, потому что Венера у нас кайфушница. Получение статуса на транспорт тоже, если у вас есть автомобиль, либо вы, может быть, покупаете, будете получать статус на автомобиль, такое тоже может быть. Но в принципе Венера и Юпитер — это две мягкие, добрые планеты в 10-м доме статуса, которые могут дать вам какие-то возможности, связанные с работой, статусом, репутацией, с документами. И у некоторых весов это даже может быть статус меняется в личной жизни, то есть это период, когда вы регистрируете отношения, вступаете в отношения. С 15 июня по 16 июля по вашему 9-му дому гороскопа пойдет солнышко. И солнышко тоже, кстати говоря, про то, что вы выходите из какой-то скорлупы и начинаете больше заниматься, то есть больше открываться, больше общаться с другими людьми, больше выходить в свет. Солнышко до этого у нас шло по 8-му дому гороскопа. Когда Солнце идет по 8-му дому гороскопа, мы можем немного все-таки в какую-то скорлупу свою прятаться, не хотеть ни с кем общаться, не хотеть ни с кем видеться, либо в нашей жизни происходит много событий, которые требуют срочно нашего внимания, включения, и мы часто находимся в напряжении, когда Солнце идет по 8-му дому гороскопа. А тут получается так, все, просыпаемся, Солнце подсвечивает, проясняет какие-то вопросы, связанные с 9-м домом, опять же, с учебой, с отцом, учителем, руководителем, с зарубежными организациями, с делами и вопросами, которые у вас решаются в государственных органах власти. Также этот транзит может указывать на то, что вы можете подавать запросы какие-то, либо получать ответы на запросы, на назначение какого-то пособия, на какую-то выплату, может быть, там с руководителем обсуждать, что вам будет какая-то премия, выплата и так далее. В этот период могут появиться хорошие друзья у вас, которые могут появиться именно когда вы находитесь в поездке, в путешествии, либо это какие-то коллективные могут быть путешествия. И также могут появиться друзья, когда вы учитесь, то есть во время какой-то учебы. Может быть, коллективы какие-то на учебе новые, вдохновляющие такие по транзиту Солнца по 9-му дому гороскопа. С 20 июня по 2 августа по вашему 8-му дому гороскопа пойдет Марс.
Марс по восьмому дому гороскопа указывает на то, что вы можете помогать финансово другим людям, вкладывать силы и ресурсы в других людей. Ну, видите, какая-то общественная деятельность, вы можете своих ресурсов много отдавать другим. И это может быть не только деньги, это может быть время, которое вы тратите на других людей, это может быть силы, которые вы тратите на других людей. Помимо этого, Марс может давать вам выход из каких-то сообществ и выход из каких-то отношений, либо смену, опять же, статуса в отношениях. Поэтому у весов очень высокая вероятность, что текущий статус в отношениях может поменяться. Марс в восьмом доме гороскопа, если для вас это актуально, может давать вопросы наследства, вопросы каких-то споров за недвижимость, но еще это может быть признаком временного переезда, временной смены места жительства, либо каких-то перемен в том месте, где вы живете. Вообще, даже я бы сказала, что стоит внимательно со своими тратами быть, потому что Марс может давать даже такое транжирство. Транжирство, и когда деньги просто улетают в трубу, то есть очень много расходов, может быть, на какие-то цели, но, кстати говоря, даже некоторые весы, наверное, могут готовиться к свадьбе, мне кажется, на самом деле, судя по этим транзитам, что у некоторых весов может быть такая прям активная подготовка к свадьбе. У некоторых весов может быть активная подготовка, это к таким каким-то процедурам красоты, к тому, чтобы как-то улучшить свою жизнь, какую-то красоту навести. Ну и покупка автомобиля, кстати, да. То есть у весов прям такие истории могут быть, что вы просто как-то повышаете уровень своего комфорта. 22 июня по 7 июля ваш 10-й дом гороскопа в компанию к Венере и Юпитеру зайдет Меркурий. И Меркурий с 29 июня еще будет ретроградным. Вообще Меркурий здесь про то, что, ну, опять же, очень активная социальная позиция. Очень много разговоров, переговоров про статус, про должность, может быть, про какое-то общественное дело, про какие-то такие занятия. Помимо этого, Меркурий может давать очень высокую активность в работе в принципе. То есть вы как представитель какой-то, вы как курьер, вы много чего рассказываете, вы, может быть, кого-то консультируете, вы много с кем общаетесь в этом вопросе. Помимо этого, есть указание на то, что у некоторых весов может быть отпуск, у некоторых весов может быть смена должности, у некоторых весов может быть такое, что к вам приезжают, допустим, по работе какие-то коллеги из других городов, из других стран. И, может быть, вы тоже там им что-то показываете, вводите. То есть вы такой представитель компании, который что-то должен показать. Но и оформление активных документов. Единственное, что с 29 июня Меркурий станет ретроградным, и вот какие-то вопросы по Меркурию, связанные с отпуском, могут отложиться или как-то переиграться, или какие-то вопросы, связанные с документами, или какие-то вопросы, связанные с вашими общественными делами, они могут как-то застопориться, либо переиграться по-другому, может быть, на какое-то время быть заморожены, что-то в этом роде. Ну и 30 июня будет полнолуние в вашем третьем доме гороскопа. Полнолуние в третьем доме гороскопа подтверждает актуальность вопросов документов. Полнолуние в третьем доме, в доме документов, хобби, коротких поездок, братьев и сестер, друзей часто дает поездку, встречу с друзьями, встречу с братьями и сестрами, получение какого-то документа, окончание курса обучения, либо поступление на курс обучения, то есть какая-то перемена по учебе, перемена в ваших отношениях с кем-то тоже может быть, но обычно это вот какое-то дело закрывается, то есть собрались поездку, собрались и поехали. То есть, в принципе, тоже подтверждает общие какие-то тренды, которые у нас рисует Юпитер, Венера, Меркурий, что у вас такой месяц деловой активности. Скорпионы. С 1 июня по 31 октября в ваш 9-й дом гороскопа возвращается Юпитер, заходит повторно. Юпитер был в вашем 9-м доме гороскопа с 18 октября 2025 года по 5 декабря 2025 года. Потом откатился назад, сейчас возвращается.
И, возможно, какие-то события, которые в вашей жизни происходили в тот период, они могут перекликаться с тем, что будет происходить сейчас. На самом деле для вас это один из лучших удачных транзитов. Жалко только, что он вот так вот недолго, но это один из лучших транзитов. Юпитер как управитель дома денег, пятого дома детей и удачи, будет идти по девятому дому удачи. Формируется очень хорошая финансовая комбинация. Формируется комбинация на успех в ваших делах и начинаниях, на то, что вы выходите из какого-то жизненного кризиса, на то, что улучшаются ваши дела, улучшаются ваши финансовые в том числе дела. И при этом вы можете либо получить возможность какой-то учебы, либо в вашей жизни может появиться какой-то человек наподобие наставника, наподобие какого-то гуру, который вам что-то может подсказать, который вас может чему-то научить, дать полезный совет. И у некоторых скорпионов это период может быть зачатия, рождения ребенка, у некоторых зачатие либо рождение внуков, ну, поступление на учебу, допустим, в институт, расширяются возможности по зарубежным путешествиям, по каким-то духовным начинаниям, по каким-то знаниям, которые могут прийти в вашу жизнь. И удача, конечно же, да. Удача это 100%. Плюс может быть такое, что вы можете получать какие-то пособия от государства, от госорганов, либо от иностранной валюты, либо от отца, учителя, руководителя, то есть может быть повышение уровня заработной платы и все в таком роде. В общем, для вас это очень классный период, на самом деле, когда Юпитер пойдет по девятому дому. А с 8 июня по 4 июля к Юпитеру в компанию в девятый дом гороскопа зайдет и Венера еще. И на самом деле это тоже очень хорошо, потому что Венера тоже как бы выводит вас из кризиса. Если у вас был кризис в личной жизни и в партнерстве, то из кризиса личной жизни и партнерства. Плюс Венера у нас тоже планета денег. В сочетании с Юпитером в девятом доме гороскопа они могут дать какое-то улучшение. В некоторых случаях это могут быть такие истории, когда вы совместно с партнерами, с командой отправляетесь в путешествие, либо совместно с партнерами, с командой подаете документы, ходите к адвокатам, нотариусам, каким-то ученым людям, вместе с командой можете что-то, какой-то проект организовывать. Потом, если вы работаете, руководитель в этот период может уходить в отпуск, либо у кого-то из скорпионов может меняться руководство на работе. Могут быть любовные переписки, переписки с иностранцами. И это в целом время налаживания отношений с отцом, учителем, руководителем, каких-то приятных вещей в госорганах, то есть, может быть, какие-то приятные процедуры там тоже могут проходить. А с 15 июня по 16 июля по вашему 8 дому гороскопа пойдет Солнце. Но Солнце такая немножко ложка дегтя, потому что Солнце в 8 доме гороскопа это обычно период такого Ам, антикризисного менеджмента, когда очень много дел, например, и вы не хотите при этом тратить свои ресурсы на общение с другими людьми, и вы стараетесь ограничивать те контакты, которые вам не интересны, те контакты, которые вам не полезны, и при этом занимаетесь какими-то своими такими потаенными делами, либо какими-то делами, которые срочно требуют вашего внимания. Вообще в этот период у некоторых скорпионов может быть желание уволиться. Но это еще одна такая подтверждающая, еще один такой подтверждающий транзит, который некоторым скорпионам может указывать на смену руководства на работе, либо на то, что руководитель, например, уходит в отпуск. И, возможно, вы в это время будете в какой-то степени заменять руководителя, поэтому вы так направлены в девятый дом гороскопа, в ту сферу, где расположен у нас руководитель. Может быть, у некоторых скорпионов желание уволиться. В работе могут быть какие-то тайные движения, какие-то истории, слухи, какие-то обстоятельства странные. Или вы, может быть, что-то будете скрывать по работе, может быть, что-то будет такое происходить, что вам нужно будет это хранить в секрете. Но в целом это период такого немножко ухода в себя,
в какой-то степени, когда Солнце пойдет по 8-му дому. С 20 июня по 2 августа Марс пойдет по 7-му дому гороскопа. Это управитель всего вашего гороскопа, пойдет по дому отношений, по дому партнерства, команды, личной жизни. Марс в 7-м доме гороскопа — это период, когда вы направлены на то, чтобы, ну, в какой-то степени, наверное, познакомиться, в какой-то степени, наверное, разобраться с отношениями, выяснить что-то. Может быть, сформировать команду. Может быть, в какую-то войти команду. Может быть, выяснить отношения текущие, которые у вас есть. Может быть, у вас просто очень сильное желание вступить в какие-то отношения. В некоторой степени здесь есть указание на то, что вы можете совместно с партнерами, либо с какой-то командой участвовать в соревнованиях, конкурсах, либо в какой-то конкуренции. Вообще, когда Марс идет по 7-му дому гороскопа, это, конечно, период, когда в отношениях может искрить. И может быть, у кого-то просто искрит, а у кого-то мы просто вместе с партнером объединяем наши усилия для того, чтобы достичь какой-то общей цели. Могут быть в партнерстве выяснения отношений по поводу места жительства, по поводу недвижимости, по поводу актуальности места проживания, какие-то такие вопросы, ну, либо по поводу спорта и споров тоже. То есть это период направленности вашей еще в тему отношений. Но поскольку Венера будет идти по 9-му дому гороскопа, то в принципе это как бы неплохо, потому что будет какая-то мудрость, наверное, для выяснения отношений. С 22 июня по 7 июля в 9-й дом гороскопа к Юпитеру и Венере зайдет Меркурий. И Меркурий здесь тоже, кстати, про либо замену руководителя, либо смену руководителя, либо про то, что он в отпуск уходит. Но вы много можете общаться с руководителем, с отцом, с каким-то учителем, гуру, наставником, с какими-то людьми, которые могут давать вам советы. Может быть много выяснения разной информации, как, например, поступить, как поехать куда-то за границу отдыхать, как подать документы в госорганы. То есть у вас такой еще религиозно-философский период, когда вы можете задумываться о смысле жизни, о каких-то больших делах, о каких-то глобальных масштабных делах. 9-й дом — это дом расширения, 9-й дом — это дом масштаба такого. И поэтому у вас может быть время таких размышлений о будущем, о планах. Плюс Меркурий еще формирует комбинацию на то, что вы можете, опять же, тоже какие-то запросы делать к отцу, учителю, руководителю, госорганам по поводу уровня оплаты труда, премий каких-то, по поводу вашего будущего в компании. То есть некоторые скорпионы могут задуматься над тем, что я здесь делаю, да, и пойти выяснять. Но если вы не работаете в найме, вы работаете на себя, то это может быть, допустим, как-то снизить налоговую нагрузку, получить какой-то грант, получить какую-то финансовую поддержку от государства. Такие тоже могут быть истории. И много переписок, может быть, много разговоров по телефону в этот транзит. Но поскольку с 29 июня Меркурий будет ретроградным, это значит, что может быть такое, что какие-то вопросы, которые у вас в этот период будут решаться, они могут быть до конца не решены, могут отмениться, отложиться, как-то переиграться, поэтому имейте в виду, и даже если у вас что-то зависло, то все равно через какое-то время это можно будет подправить и завершить. А 30 июня будет полнолуние в вашем 2-м доме гороскопа, которое указывает на актуальность того, что что-то будет по поводу оплаты труда, по поводу каких-то выплат, премий, наград. Полнолуние во 2-м доме гороскопа, в доме денег, ресурсов, говорит о том, что это будет либо какая-то крупная трата, крупная покупка, либо окончание каких-то выплат. Например, вы там долго выплачивали какую-то рассрочку или кредит, закончили оплачивать рассрочку или кредит. Либо это еще может быть какие-то перемены в родительской семье, либо это могут быть какие-то перемены, связанные с лечением зубов, зрения, на лице что-то. Также это могут быть перемены в ваших привычках, в вашем питании,
и пересмотр ваших ресурсов. Но в целом, скорее всего, это будет связано с тем, что вы пойдете потом куда-то просить, чтобы вам дали, добавили какую-то сумму или какие-то ресурсы. Стрельцы, с 1 июня по 31 октября по вашему 8-му дому гороскопа, дому рисков, кризисов, дому тайного, чего-то неожиданного, пойдет Юпитер. И это повторный заход Юпитера в ваш 8-й дом гороскопа, поэтому стоит вспомнить, с 18 октября 2025 года по 5 декабря 2025 года Юпитер уже шел по вашему 8-му дому гороскопа, и какие события в тот период в вашу жизнь он принес. Потому что, в принципе, тут есть несколько таких важных тенденций, которые могут происходить. Это какие-то перемены в месте жительства, недвижимости и транспорте. Это может быть продажа машины, продажа квартиры, переезд. Это может быть какая-то перемена в месте жительства, например, перестановка, перестройка, с землей какие-то вопросы решаются. Но поскольку это еще и управитель всего вашего гороскопа, планета, отвечающая за ваше здоровье физическое, психологическое, то и вы в этом случае можете быть погружены в решение большого количества накопившихся вопросов. И, может быть, даже вы можете быть в это время погружены в желание в желание изведать что-то тайное, какие-то секреты, какие-то расследования, и все в таком роде. Юпитер расширяет 8-й дом гороскопа, поэтому в жизни может быть как много неожиданностей, так и на самом деле финансовых каких-то возможностей, потому что в такие транзиты деньги могут приходить незаработанные от других людей. Это может быть рост доходов вашего партнера, но при этом вы можете и помогать активно партнеру в том, чтобы он заработал. Но в целом можете действительно попробовать вспомнить, что было в предыдущие транзиты. Это могут быть и крупные какие-то покупки на самом деле, когда Юпитер идет по 8-му дому гороскопа, потому что Юпитер символизирует деньги, а 8-й дом у нас отвечает за растраты в том числе. К тому же с 8 июня по 4 июля в компанию к Юпитеру в ваш 8-й дом гороскопа зайдет еще и Венера, тоже планета денег, тоже планета, которая отвечает в 8-м доме гороскопа за наши расходы, но для наших партнеров это может быть период их роста в доходах. То есть вы действительно можете какую-то крупную покупку в июне совершить. Может быть, какие-то большие траты на дом, на обстановку, машину поменять. Но при этом это может быть осуществлено за счет того, что ваш партнер может хорошо заработать. Кроме этого, Венера в транзите по 8-му дому гороскопа может указывать на то, что все, что у вас в жизни долго не решалось, долго требовало вашего внимания, но вы это откладывали и игнорировали, оно может срочно потребовать вашего внимания. Допустим, если вы долго откладывали поход к врачу, либо если вы долго откладывали какой-то ремонт, если вы долго откладывали какие-то финансовые вопросы. Это вдруг раз все и срочно нужно решать. Этот транзит указывает на то, что может резко поменяться режим вашего труда и отдыха, может быть, на работе какой-то режим вашего выхода на работу, либо вашей нагрузки может сместиться каким-то образом. Ну и когда Венера по 8-му дому гороскопа идет, это еще может быть актуально, там, поремонтировать машину, поремонтировать украшения, одежду, может быть, даже и обновить как-то гардероб, но это именно, знаете, как расхламление, захотелось все вот просто срочно выбросить. В какой-то степени этот транзит Венеры по вашему 8-му дому гороскопа — это период обнуления. Это период такого, знаете, обнуления, как начать все заново. Потеря навыков, потеря достижений. Я это называю. Потеря достижений — это о чем? Это о том, что какие-то в вашей жизни вещи, какие-то в вашей жизни, какой-то опыт
может вам казаться устоявшимся, но для того, чтобы получить то, что вы сейчас хотите, вам придется обнулиться. Как знаете, вы всегда умели кататься на велосипеде, но у вас в этот период нужно научиться кататься на чем-то похожем, но это совсем не так, как на велосипеде. И вы вроде как пытаетесь так же, как на велосипеде, но у вас не получается. И вам нужно отказаться от этого опыта и взглянуть под другим углом, то есть сменить парадигму вашей жизни, и тогда у вас произойдет какое-то обнуление и рост. Вот это период такого обнуления и нового роста, когда вам нужно по-другому взглянуть на то, что происходит в вашей жизни. Опять же, может быть какая-то необходимость обращаться за ресурсами к партнерам, к другим людям. Может быть, действительно, допустим, вы с мужем хотите или вы с женой хотите купить квартиру, у вас не хватает денег на первый взнос, вы идете к родственникам, просите родственников помочь одолжить какую-то сумму денег. То есть такие тоже могут быть вопросы. Но помимо этого, это может быть обнуление в дружбе, это могут быть переоформление счетов, карт, переоформление каких-то сообществ, выход из каких-то сообществ, либо вхождение в какие-то тайные сообщества. Вот на какую-нибудь учебу по астрологии. Кстати, тоже некоторые стрельцы могут пойти или чего-нибудь наподобие астрологии. С 15 июня по 16 июля по вашему 7-му дому гороскопа пойдет Солнце. И Солнце косвенно, в принципе, подтверждает то, что в некоторых вопросах вы будете зависеть от партнерства и рассчитывать на партнерство, на команду, либо на мужа-жену, парня-девушку. Солнце, идя по 7-му дому партнерства, команды, личной жизни, подсвечивает какие-то вопросы, связанные с браком и личной жизнью. Вообще у некоторых стрельцов это период, если вы очень давно не в отношениях, вот эти транзиты, эти месяцы очень активные для того, чтобы знакомиться. Когда Солнце идет по какому-то дому гороскопа, оно как бы осветляет, освещает этот дом гороскопа и показывает нам какие-то возможности, которые в этот период есть. Мы как бы направлены в эту сферу, фокус внимания в этой сфере. И это может быть период очень хороший для того, чтобы с кем-то познакомиться. Либо также это может быть, что у вашего партнера происходят какие-то активные перемены, рост статуса партнера в том числе. Есть указания на то, что вы можете с партнерами обращаться к адвокатам, нотариусам, вместе учиться, вместе мечтать, вместе строить какие-то планы, и ваша самооценка очень сильно будет зависеть от партнерства. То есть, если у партнера все классно, то у вас все очень классно. Либо если у партнера есть какие-то вопросы, то вы тогда места себе не находите и пытаетесь что-то помогать партнеру, вовлекаться в партнерство. Вот такая вот история, когда Солнце пойдет по 7-му дому гороскопа. Может быть, желание еще и отправиться к морю. Ну, это даже может быть спланировать совместно поездку на море с партнером. С 20 июня по 2 августа по вашему 6-му дому гороскопа будет идти Марс. Марс в 6-м доме гороскопа тоже косвенно подтверждает, что некоторые стрельцы могут продавать недвижимость. Именно недвижимость, землю, избавляться от чего-то, менять. Но, помимо прочего, 6-й дом — это дом конкуренции. И у стрельцов настало время, чтобы разобраться с вредными привычками, либо с теми вещами, которые вам мешают в вашей повседневной жизни, с тем, чтобы навести порядок в вашем режиме труда и отдыха. Об этом же нам говорит Венера в 8-м доме гороскопа и Марс в 6-м доме. Транзит Марса по 6-му дому гороскопа — это хорошее время для того, чтобы избавиться от вредных привычек, бросить курить, бросить пить, бросить допоздна сидеть по ночам в телефоне, переедать и так далее. Когда Марс идет по 6-му дому гороскопа, усиливается наше желание бороться с чем-то. Кроме этого, транзит Марса по 6-му дому гороскопа еще про то, что кто-то из стрельцов может сдавать в это время какие-то экзамены, может участвовать в каких-то вступительных таких вот конкурсах, мероприятиях. Есть указание на то, что вы можете, если у вас есть дети, водить детей по поликлиникам, по
медицинским учреждениям, например, справку какую-то брать, либо это для учебы, либо для того, чтобы отправиться в отпуск. Например, вы едете в какую-то страну, где нужны прививки, и вот ходите, делаете прививки. И еще есть указание на рабочие командировки тоже у кого-то из стрельцов. И это еще, когда Марс идет по шестому дому гороскопа, может быть желание заняться вопросами, где надо на уколы походить, на какие-то банки, на какие-то иглоукалывания, что-то в этом роде. А с 22 июня по 7 июля в компанию к Юпитеру и Венере зайдет Меркурий. Меркурий еще с 29 июня будет ретроградным. Меркурий в восьмом доме гороскопа — это период, в некоторых случаях уйти в отпуск на время, либо же может быть очень большое количество работы, опять же, которая может вас выводить из себя, что вы даже, знаете, у некоторых стрельцов может быть такое: все, увольняюсь, или все там, все брошу, все, пойду отдыхать. То есть период, когда в работе может быть много разных неожиданностей, много каких-то сплетен, много каких-то подводных таких течений. Но еще это может быть желание кардинально что-то поменять в работе. То есть это может быть и кардинальная смена должности, кардинальная смена статуса. У некоторых стрельцов это может быть выход из какой-то команды, выход из каких-то отношений тоже, чтобы вот на время себя ограничить в контактах. Меркурий в восьмом доме гороскопа тоже дает интерес ко всему тайному, неожиданному, неизвестному, неизведанному. Поэтому это может быть и, опять же, обучение такое, как астрология, карты Таро, что-нибудь такое. Но и выяснять про вопросы налогов, страховок. Опять же, это очень хорошо ложится на какие-то крупные глобальные вопросы, когда вам нужно заняться большим количеством вопросов, которые в обычной жизни вы не решаете. И тут вот такие транзиты, что прям это и какая-то аккумуляция денег, это и какие-то серьезные шаги. Но с 29 июня, поскольку будет Меркурий ретроградный, то может быть откат какой-то в тех делах, которые вы решаете. Может, не с первого раза это решится. В работе, вот особенно если вы будете думать на смену работы, либо на смену должности, то нужно очень хорошо думать, потому что Меркурий как ретроградным станет, можете очень сильно переиграть свои решения, либо пожалеть о том, что вы так вот решили: вот все, увольняюсь, либо все, перехожу на другую должность. То есть дайте себе время подумать, дайте себе время трезво все взвесить, так как эти транзиты с восьмым домом гороскопа, они очень часто дают резкие какие-то решения, о которых мы потом можем жалеть. А 30 июня будет полнолуние в вашем первом доме гороскопа. Полнолуние в первом доме гороскопа, доме личности, доме тела. Это часто про то, что нужно быть внимательными к своему здоровью, про то, что может меняться статус, может меняться внешность, гардероб, репутация. Но в целом это внимание к нам самим и внимание к нашим отношениям с другими людьми тоже, что, в общем-то, подтверждается и транзитами, и то, что мы можем очень рассчитывать на взаимодействие с другими людьми, и от взаимодействия с другими людьми очень много будет зависеть в этом месяце. Козероги, с 1 июня по 31 октября в ваш седьмой дом гороскопа повторно заходит Юпитер. Юпитер в вашем седьмом доме гороскопа уже был с 18 октября 2025 года по 5 декабря 2025 года. И это повторный транзит. А на самом деле у козерогов складывается очень необычная ситуация. Почему? Потому что, с одной стороны, у вас по третьему дому гороскопа идет Сатурн. Третий дом — это дом коммуникаций, дом окружения нашего. И когда Сатурн идет по третьему дому гороскопа, может быть, что мы чистим окружение в нашей жизни. Происходят такие события, когда, например, мы переезжаем, и у нас меняются круг общения. Соседи, друзья остаются там где-то в другом городе, в другой стране. С одной стороны. С другой стороны, транзит Юпитера по седьмому дому гороскопа — это транзит на расширение круга общения. То есть одни люди уходят, другие люди приходят. Когда Юпитер пойдет по седьмому дому гороскопа, это может быть обновление круга общения.
Тут же есть указания на то, что могут быть знакомства в поездках в других странах, в других городах, смена команды, смена партнерства, либо какая-то смена статуса. У кого-то будет разлука с партнерами тоже, а у кого-то наоборот, если вы в разлуке, то вы после долгой разлуки можете встретиться опять. Вот такие вот интересные транзиты по Юпитеру, но он в любом случае расширяет, он в любом случае фокусирует на теме личной жизни и партнерства. Плюс Юпитер указывает на то, что могут быть заключены какие-то соглашения в партнерстве, например, партнерский бизнес, брачный договор. У кого-то из козерогов это транзиты на вступление в отношения с людьми из ближнего круга общения, с друзьями, с одноклассниками, вот с какими-то такими людьми. То есть присмотрелись к соседу или соседке и начались у вас отношения. Ну и сарафанное радио будет очень хорошо работать для тех, кто работает на себя. Это период такого сарафанного радио, возможности заключить какие-то рекламные контракты и все в таком роде. Плюс с 8 июня по 4 июля в ваш 7-й дом гороскопа в компанию к Юпитеру зайдет Венера. И на самом деле Венера поддерживает отношения. Венера указывает на то, что вы можете получить какой-то статус в отношениях, партнерский, через отношения, через команду. То есть это может быть и начало отношений, это может быть знакомство и начало отношений, это может быть заключение какого-то союза, бизнес-союза, личного союза, вхождение в какую-то команду. Но здесь Венера и Юпитер будут поддерживать тему отношений, тему любви, тему личной жизни. Есть указание на то, что это может быть период влюбленности и романтики в отношениях. Поэтому, козероги, в какой-то степени это ваш месяц. У вас, если вы не в отношениях, это прям ваши шансы на то, чтобы сделать что-то, на то, чтобы заключить какой-то союз, на то, чтобы влюбиться и найти своего человека. А в некоторых случаях козероги будут решать вопросы по учебе совместной с вашими партнерами, либо по детям, либо же вы можете планировать какой-то совместный отдых. Это тоже вот по транзиту Венеры по 7-му дому гороскопа. С 15 июня по 16 июля по вашему 6-му дому гороскопа, дому рутины, труда, препятствий, кредитов, долгов, судов, болезней пойдет Солнце. Солнце что делает? Солнце вообще подсвечивает вопросы, связанные с какими-то ошибками, с какими-то вещами, которые требуют ремонта, сервиса. Но также Солнце здесь указывает на то, что вы можете узнать какую-то информацию, что-то может проявиться в вашей жизни, то, что было скрыто от вас, но то, на что вы не могли повлиять. То есть что-то выходит на поверхность, то, что вы раньше не знали. Но при этом, когда Солнце идет по 6-му дому гороскопа, обычно мы включаемся в наведение порядка в своей жизни. Что это значит? Там, где у нас какие-то вещи, которые требуют ремонта, мы начинаем ремонтировать. Там, где у нас что-то барахлит по здоровью, мы идем к врачу. Там, где у нас плохой режим дня, мы начинаем налаживать режим дня. Там, где у нас есть долги, надо разобраться с долгами. Там, где у нас есть возможность заняться спортом, мы не занимались, а вот не пойти ли заняться спортом. Этот транзит еще очень часто дает нам такое не только желание, но и возможности, но и необходимость очень часто помогать другим словом, делом, включаться в такую работу, помогать домашним животным. Вопросы домашних животных тоже, кстати, могут быть актуальны. Поэтому у вас период по Солнцу какой-то помощи и усиление вашего желания что-то поменять. С 20 июня по 2 августа еще по вашему 5-му дому гороскопа пойдет Марс. Марс по 5-му дому гороскопа. Вот Марс в 5-м доме гороскопа, он в принципе, знаете, что делает? Он тоже подтверждает транзиты Юпитера и Венеры. 5-й дом — это дом романтики и влюбленности. 5-й дом — это дом детей, обучения. 5-й дом — это дом творчества. Но когда Марс идет по 5-му дому гороскопа, обычно мы становимся очень нетерпимыми в любви и отношениях. То есть если вы, допустим, кого-то до этого заприметили, познакомились, то когда Марс пойдет по 5-му дому гороскопа, у вас все
все срочно хочу отношений, срочно хочу. Мужчины могут там броситься быстрее делать предложение, могут броситься быстрее там ухаживать и пытаться наладить отношения, вступить в отношения, даже если там что-то надломалось, то вот надо срочно что-то решать. Марс в пятом доме гороскопа, период, когда Марс по пятому дому идет, это период, когда мы получаем очень яркие эмоциональные впечатления. Пятый дом — это дом нашего эмоционального состояния. И наше эмоциональное состояние по транзиту Марса — это перевозбуждение. Это перевозбуждение, когда наш мозг работает очень интенсивно. Здесь есть указание еще, конечно, на то, что вы можете получать доход от недвижимости, транспорта, от мамы какую-то помощь, тоже деньги, например. Также могут вам поступать какие-то предложения. Можете вы, кстати, еще пойти на какой-то концерт, например, но не концерт, к примеру, какое-то мероприятие, типа там на футбольный матч, на матч по боксу. То есть вы можете съездить, например, на такое мероприятие, либо сходить, и вот это вот у вас будет такой выброс адреналина. То есть это вот такой выброс адреналина эмоциональный, когда у вас остаются яркие эмоции, впечатления от этого периода. И поскольку еще Юпитер, Венера идут по седьмому дому гороскопа, это может указывать на то, что у вас очень активно может быть желание вот что-то поменять в личной жизни. Помимо этого, как я уже сказала, могут быть какие-то предложения вам, связанные с творчеством, с детьми, с проектами. Может быть, вам будут предлагать в каком-то конкурсе участвовать в каком-то мероприятии. Это построение еще планов на будущее, связанных с детьми, с учебой, с мероприятиями, с творчеством и и с чем? И с посещением каких-то мероприятий, с проектами, с запуском проектов, вот что-то в этом роде. С 22 июня по 7 июля по вашему седьмому дому партнерства, брака и личной жизни, опять же в компанию к Меркурию, к Юпитеру и Венере зайдет Меркурий. И Меркурий еще с 29 июня в этом седьмом доме гороскопа будет ретроградным. Опять же, Меркурий тоже подтверждает фокус на отношения, на партнерство, на команду, на взаимоотношения с другими людьми. Когда Меркурий идет по седьмому дому гороскопа, это значит, что мы можем много разговаривать с партнером, много инициировать разговоров, много искать партнеров, много разговаривать с командой. То есть может быть такое, что вы, допустим, устроились на новую работу, входите в какой-то новый коллектив, и поскольку вы вошли в новый коллектив, вам нужно о себе что-то рассказывать. Вы приходите и начинаете рассказывать, что я такой-то, меня зовут так-то, то есть знакомитесь со всеми, общаетесь. Это же и про начало отношений, про попытки построить отношения. Это, в принципе, еще транзит, когда могут очень много людей в вашу жизнь возвращаться из прошлого. Это время, когда много неожиданных встреч может быть. То есть, когда вы просто человека годами не видели, шли по улице, нос к носу столкнулись. То есть вот такие вот транзиты, они на возвращение в вашу жизнь каких-то людей, с которыми вы давно не общались. Помимо этого, может быть какое-то участие в интеллектуальных соревнованиях командных, совместные походы к адвокатам, нотариусам, к каким-то ученым людям, тоже такое может быть по этому транзиту. Но поскольку с 29 июня Меркурий становится ретроградным, то в отношениях может наступить пауза, если у вас будет принято решение какое-то по отношениям, либо наоборот, вы можете пробовать, у вас не получается, а с 29 июня повторная попытка, и все пошло. То есть какая-то, но это не только про личную жизнь, да, это про то, что если вот вы бизнес какой-то организовываете, если вы какую-то команду собираете, если вы в какой-то отдел переходите, решили поменять отдел на работе, тоже такие транзиты на такие истории. А 30 июня будет полнолуние в вашем 12 доме гороскопа. Полнолуние в 12 доме, доме дальних поездок, уединения. Это период, когда вы можете отправиться в дальнюю поездку, когда вы можете посетить, допустим, больницу, санаторий, монастырь, какую-то закрытую организацию. Полнолуние в 12 доме может давать перемены и в работе, в должности. Полнолуние в 12 доме гороскопа может давать период творчества или уединения. Водолеи. С 1 июня по 31 октября
Ваш шестой дом гороскопа, дом труда, режима, именно рабочего режима, долгов, врагов, болезней, кредитов, судов, спорта, лечения, заходит Юпитер. И это повторное вхождение Юпитера в ваш шестой дом гороскопа. Юпитер был уже в вашем шестом доме гороскопа в период с 18 октября 2025 года по 5 декабря 2025 года. О чем говорит транзит Юпитера по шестому дому гороскопа? Ну, во-первых, вы можете вернуться, да, вспомнить, что у вас было в тот период, когда Юпитер в предыдущий раз шел по шестому дому гороскопа. Во-вторых, Юпитер — это планета расширения. Шестой дом — это дом, который, вот как я сказала, работы, рутины. И Юпитер, идя по шестому дому гороскопа, расширяет тему работы, тему заботы о здоровье своем, лечения, тему спорта, тему каких-то долговых обязательств и так далее. Но у Водолея в транзите Юпитера по шестому дому гороскопа, еще после транзита по пятому дому гороскопа, делает интересную такую, делает интересный акцент, потому что пятый дом — это дом творчества, дом учебы и отдыха, а шестой дом — это дом работы. И у вас может быть такое активное переключение между отдыхом и работой. У некоторых водолеев транзит Юпитера по шестому дому гороскопа может давать поиск работы. Все силы, ресурсы, время направлено в шестой дом, то есть в дом работы. В дом, который отвечает за нашу рутину, то есть, возможно, что-то связанное с вашими ежедневными привычками, с вашими ежедневными делами, будет вас фокусировать. Вы можете переделывать свой график, вы можете акцентировать на этом внимание, вы можете строить планы на будущее, связанное с работой. Доходы могут в этот период быть от шестого дома, то есть от найма. Если вы не работали в найме, то может быть желание пойти в найм или возможности пойти в найм. Доходы могут быть от кредитов, от возврата каких-то долгов тоже в том числе. Но в принципе Юпитер вот расширяет тему рутины, именно рутины, обязательств каких-то, решить все накопившиеся вопросы, заняться теми вопросами, которые были очень долго накоплены, но вы это прокрастинировали. Вот сейчас прокрастинация уходит на второй план, и вы активно включаетесь в действие. С 8 июня по 4 июля в компанию к Юпитеру в шестой дом гороскопа заходит Венера. И Венера в шестом доме гороскопа тоже подтверждает вот эти вот темы, что нужно наводить порядки. Венера у нас управляет еще четвертым домом недвижимости и транспорта, поэтому Венера говорит о том, что мы сейчас вот с вами будем наводить красоту, будем ремонтировать то, что дома поломалось, то, что в машине поломалось, то, что там в велосипеде поломалось. Помимо этого, в целом Венера по шестому дому гороскопа акцентирует дом лечения, да, а Венера — это красота, акцентирует внимание на том, что что-то исправить в своей внешности, допустим, походить к косметологу, косметику какую-то подобрать себе, лечебную, какую-то аптечную, то есть, опять же, точно так же акцент на том, чтобы себя, ну, не только себя, да, а свою рутину улучшить и исправить в какой-то степени. Есть указание на то, что вы можете обращаться в вышестоящие органы по каким-то спорным вопросам. Например, в суд подавать, через судебные вопросы решать вопросы какие-то свои рутинные, жизненные, либо через какой-то госорган решать спорные вопросы. То есть тут такая история. Это не, чтобы не пугались водолеи, это не транзиты на то, что у вас будут прям, знаете, какие-то такие серьезные дела. Это именно на то, чтобы улучшать свою жизнь, улучшение своей жизни и
Может быть, даже это кредиты, кстати говоря, какие-то, допустим, там ипотечные или какие-то кредиты тоже у водолеев могут быть, но и в принципе может быть, допустим, пойти на консультацию к какому-то доктору по красоте, да, то есть это на улучшение в первую очередь, не на то, что у вас там спорные вопросы решаются, а на то, что вы просто что-то налаживаете. Вот такая вот история. Потом с 15 июня по 16 июля по вашему пятому дому гороскопа пойдет Солнце. Пятый дом — это дом отдыха и развлечений, дом проектов, дом влюбленности, романтики. Солнце может дать кому-то из водолеев период романтики и влюбленности. Также, когда Солнце идет по пятому дому гороскопа, это период, когда подсвечиваются какие-то вопросы, связанные с детьми, с вашей учебой, с вашими проектами, с развлечениями, возможность посетить какое-то торжественное мероприятие, может быть, возможность где-то выступить, например, на сцене или еще каким-то образом выступить. По Солнцу в пятом доме гороскопа есть указание на то, что в партнерстве могут решаться вопросы детей, либо вопросы совместного отдыха, вопросы совместного досуга, совместной учебы. Но в целом транзит Солнца по пятому дому гороскопа — это когда вы где-то можете засветиться. Ну, либо просто куда-то вот сходить на какой-то торжественный, на свадьбу вас пригласили, да, и вы поэтому там активно все делаете, чтобы пойти на свадьбу кому-то и втиснуться в какой-нибудь любимый костюм или любимое платье. С 20 июня по 2 августа по вашему четвертому дому гороскопа, дому места жительства, недвижимости, транспорта, дому мамы пойдет Марс. И Марс по четвертому дому гороскопа тут тоже очень интересных несколько таких обещаний дает. Во-первых, оформление документов на недвижимость, на транспорт, помощь в оформлении документов маме. На школу, если вы открываете свою школу, на землю какую-то, на то, что к вам домой могут приезжать какие-то люди, гости, братья, сестры, друзья в том числе, и на то, что вы тоже можете на какое-то время поехать в гости, пожить где-то в гостях, в гостинице, не дома, по транзиту Марса. Помимо этого, получать статус на недвижимость и транспорт — это значит, что вы можете оформлять прописку, перепрописку, ну и документы, да, то есть тут понятно все, в принципе. Может быть, по работе какие-то переменные в кабинете, например, в кабинет поменяется, либо перестановка какая-то на работе. Но что немаловажно, что четвертый дом — это дом внутреннего ощущения счастья. И когда Марс идет по четвертому дому гороскопа, помимо того, что в принципе там, где вы живете, может быть очень громко, ну, в целом, если вы будете что-то ремонтировать, то есть какие-то люди приходят, ремонтируют, что-то делают, то это понятно. Но помимо этого, когда Марс идет по четвертому дому гороскопа, мы становимся реактивными двигателями. Марс вызывает раздражение, неудовлетворенность тем, что происходит в нашей жизни сейчас, и мы начинаем активно исправлять это. Поэтому у вас месяц июнь — это время наведения порядка. То, что вы давным-давно откладывали, и то, что вы давным-давно игнорировали по какой-то причине, то, что у вас накопилось в кучу, месяц наведения порядка, чтобы вам было комфортно. То есть вы будете избавляться от дискомфорта. С 22 июня по 7 июля еще и Меркурий пойдет по шестому дому гороскопа. Тоже избавление от дискомфорта. Меркурий — это планета информации, коммуникации. Шестой дом, вот опять же там, искать работу, искать врача, искать тренера спортивного, искать какой-то банк, который хорошие выгодные условия даст, искать каких-то, не знаю, сотрудников на работу, помощников по работе. У кого-то из водолеев это период, когда вы можете ходить на экзамены, на какие-то конкурсы, детей водить по поликлиникам, либо сами ходить по медицинским обследованиям, чтобы, например, поступить на учебу, либо поехать куда-то на отдых. Помимо этого могут выйти наружу, на поверхность обстоятельства, которые были от вас скрыты, которые могут повлиять
на вашу рутину, на вашу работу или в целом что-то, что вам нужно будет решать. Могут появиться внезапные предложения о работе у некоторых водолеев. То есть вот раз вдруг резко кто-то позвонил и предложил. То есть какие-то Меркурий дает по шестому дому гороскопа много разговаривать на эти темы, да, много разговаривать, читать, изучать, то есть про работу поговорить, какие-то лекарства поизучать, какую-то информацию медицинского характера, о болезни какой-то почитать или почитать о том, как там какая-то косметика аптечная работает, вот такого вот рода. То есть вся погруженность в рутину и в, как я уже сказала, исправление, наведение порядка, чтобы было хорошо. Вот, но с 29 июня Меркурий будет ретроградным, поэтому, возможно, какие-то вещи по Меркурию, там те же самые справки, которые вы будете брать, оформлять, какие-то предложения по работе, они могут застопориться, потому что Меркурий станет ретроградным. И тогда в таком случае они могут застопориться на какое-то время, зависнуть, либо вы будете долго размышлять о том, что вот вам это предложение даст. Но потом, после выхода Меркурия из ретроградности, может быть повтор, возврат к этой ситуации и решение ее, потому что Меркурий будет откатываться назад, будет откатывать вот эту вот актуальность, может быть, этого предложения или актуальность этого желания. Но, в принципе, у вас время такое закатать рукава. И 30 июня будет полнолуние в вашем 11 доме гороскопа, доме наград, достижений, счетов, дополнительной прибыли, сообществ. Полнолуние в 11 доме гороскопа — это время, когда вы можете закрыть какую-то цель, выйти из какого-то сообщества, переоформить счета, карты, получить какую-то выплату, ну, либо закрывается какая-то выплата. То, что связано с вашими достижениями, может быть актуально, и завершение каких-то процессов, связанных с вашими достижениями, либо вашему нахождению в каких-то коллективах. Рыбки. С 1 июня по 31 октября Юпитер повторно заходит в ваш 5 дом гороскопа, дом детей, творчества, дом влюбленности, романтики, проектов. И повторно это значит, что Юпитер уже был в вашем 5 доме гороскопа. Был он тут с 18 октября по 5 декабря 2025 года, поэтому какие-то события могут перекликаться, какие-то события могут быть по-прежнему актуальны. И может быть повтор, то есть что-то заново в вашей жизни произойдет такого же характера. То есть вы можете повспоминать, что в вашей жизни было в этот период с 18 октября по 5 декабря. Вообще транзит Юпитера по 5 дому гороскопа для вас это период, когда вы будете хотеть больше отдыхать, и, возможно, у вас будет возможность. Ваша направленность в тему детей, деторождения, в тему учебы, в тему творчества, в тему каких-то проектов, в тему влюбленности, в тему романтики. У некоторых рыб в прямом и в переносном смысле могут родиться дети, зачатие, рождение детей. То есть физических детей, либо какие-то проекты, либо какие-то творческие какие-то инициативы, то, что вы рождаете, то, что остается после вас. В еще одна есть такая, еще один есть такой тренд, еще одно обещание Юпитера в транзите по 5 дому гороскопа — это то, что некоторые рыбы могут поменять работу либо направление в работе. То есть кардинальные такие перемены могут быть, когда я работал поваром, стал учителем, либо работал учителем, стал сантехником, работал сантехником, стал айтишником, работал айтишником, стал мастером по маникюру. То есть такие вот какие-то кардинальные могут быть перемены, либо желание этих кардинальных перемен и пойти, взять и отучиться на какую-то новую профессию, поступить в институт. То есть такая история. Либо просто поменять работу, вы уже там подготовили себе плацдарм, вы уже подготовили себе площадку. С 8 июня по 4 июля в помощь к Юпитеру в ваш 5 дом гороскопа зайдет Венера. Венера — планета творчества, красоты, поэтому, когда Венера вместе с Юпитером будет идти по 5 дому гороскопа, это, конечно, подтверждает, что в это время актуальны вопросы
хобби, творчество, то, что вас увлекает, то, что вам нравится, наслаждаться, ходить на какие-то мероприятия, может быть, посещать какие-то приятные для вас места. У некоторых рыб это период тайных влюбленностей, тайных романов. У некоторых рыб это период, когда какие-то могут быть обучение, кстати, тоже по астрологии, по таким вот вещам, связанным с восьмым домом. Не только астрология, допустим, психология, может быть, эзотерика какая-то, но и какие-то тайны, связанные с детьми, тайны, связанные с вашими влюбленностями, оформление документов на детей, на творчество, на учебу, получение сертификатов, тоже такое все вот может быть связанное с документами и этой темой вот пятого дома гороскопа. С 15 июня по 16 июля Солнце пойдет по вашему четвертому дому гороскопа. Когда Солнце пойдет по четвертому дому гороскопа, может быть еще одна трактовка вот этого Юпитера и Венеры в пятом доме, потому что когда Солнце идет по четвертому дому гороскопа, оно подсвечивает вопросы, связанные с тем местом, где мы живем. Ну и с автомобилем тоже, и с мамой. То есть мы так окидываем взглядом то место, где мы живем, и видим все недочеты какие-то, да, и мы становимся такими рачительными хозяевами, надо что-то исправить, надо что-то поделать. И когда Венера и Юпитер еще в пятом доме, это может быть желание ремонта, то есть улучшение жизненного комфорта через ремонт, через, может быть, покупку новой мебели, через покраску стен, допустим. И транзит Солнца по четвертому дому гороскопа может дать желание. Тут есть указания, что могут приходить и какие-то работники, которые там вам могут чинить свет или чинить что-нибудь такое. Может быть, нужно будет маме помогать, маму куда-то возить, в поликлинику, там, в какую-то инстанцию. То есть это еще внимание к маме приковано. Ну и внимание к дому тоже. То есть вы можете больше времени проводить дома, либо же заниматься вопросами дома и транспорта. С 20 июня по 2 августа по вашему третьему дому гороскопа пойдет Марс. Третий дом — дом друзей, братьев и сестер, документов, хобби, коротких поездок. Марс указывает здесь на вложение денег в третий дом гороскопа. То есть вы можете, допустим, братьям, сестрам деньги давать, одалживать друзьям, покупать какие-то документы, вкладывать силы, время и ресурсы в социальные сети, в общение. Но Марс, конечно, это раздражительный товарищ в третьем доме, поэтому может быть немного желаний и конкурировать, и отстаивать что-то, какие-то интересы, поездки с целью чего-то там отстоять, доказать, переписки точно так же. То есть даже где-то кто-то может и спорить, конечно. Есть указания на то, что госорганы могут чего-то у вас запрашивать, либо присылать вам какие-то ответы на ваши запросы. То есть это решение вопросов в госорганах, какие-то, может быть, финальные этапы, либо какие-то спорные тоже вопросы от отца, учителя, руководителя тоже в том числе. Но в целом, когда Марс идет по третьему дому гороскопа, это продуктивно, потому что это дом роста, и Марс дает такое, кстати, еще желание заняться спортом, может быть, но Марс дает вот силы сделать то, что запланировано, силы сделать то, что вы хотите сделать. И инициатива, опять же, тоже по Марсу может быть направлена в то, чтобы поменять что-то в работе, в статусе. Поэтому смена работы, либо направление даже в работе, либо смена статуса тоже будет актуальна у вас в это время. С 22 июня по 7 июля по вашему пятому дому гороскопа вместе с Юпитером и Венерой пойдет Меркурий. И Меркурий на самом деле тоже хорошую здесь комбинацию формирует, очень даже комбинацию на какие-то влюбленности, на какие-то, скорее даже не то, что влюбленности, а скорее период установления контакта. То есть кто-то может прям вот переписываться, какие-то любовные переписки могут быть, но и обсуждение совместного отдыха, если вы в отношениях, обсуждение вопросов детей в отношениях. В некоторых случаях у рыб это транзит на то, чтобы получать доход от недвижимости, от транспорта.
опять же, от своей школы, от своей земли, от своей территории. От мамы помощь какая-то, в том числе с детьми, но и много разговаривать про какие-то мероприятия, организовывать какой-то отдых, опять же, организовывать ремонт, много общения с детьми, много внимания детям. То есть у вас такие семейные даже больше, я бы сказала, транзиты. Семейные на отдых, на развлечение, на то, чтобы что-то организовать, и чтобы всем было хорошо. Но поскольку с 29 июня Меркурий становится ретроградным, то вот эти вот планы и получение прибыли, дохода от недвижимости, земли, транспорта, помощь от мамы, либо какие-то планы по совместному отдыху с партнером, либо по детям в партнерстве, они могут стопориться, откатываться ваши решения могут, но на время, да, потому что Меркурий у нас ретроградный, потом возвращается из ретроградности, тогда уже просто может быть все с тормозами решаться в этих вопросах. А 30 июня будет полнолуние в вашем 10-м доме работы, статуса, карьеры, репутации. Полнолуние в 10-м доме как раз и подтверждает, что у некоторых рыб это будет период отдыха, отдаления от работы. У некоторых рыб это будет период смены работы, направления в работе. У некоторых рыб это будет период смены статуса, ну и смены должности, либо завершения какого-то вопроса, связанного с репутацией, статусом, должностью. Но в целом, скорее даже, наверное, судя, учитывая общие такие транзиты, у кого-то из рыб, у большинства, может быть, даже это будет период отдыха, то есть пойти в отпуск и отдохнуть. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июнь 2026 года для весов, скорпионов, стрельцов, козерогов, водолеев и рыб. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.